Добрый день, дорогие друзья! На улице осень, и сегодня мы с вами поговорим о том, что надо сделать осенью в своем огороде и какие полезные растения мы можем запасти с вами на зиму. Итак, вот передо мной это я позавчера насобирала корешков, которые за лето росли и крепли, отдавали силы растению, а теперь осенью растения все полезные вещества сконцентрировало у себя в корешках. Что же это за растение? Вот это у меня корешки, видите, зелень тут подсохла уже, ну и пора, потому что осень, а это корни одуванчика. Посмотрите. Видите, тут их много, но они тоже приготовились к зимовке и сейчас представляют собой наибольшую лекарственную ценность именно осенью. Друзья мои, сейчас я вам расскажу о полезных свойствах корня одуванчика. Уже врачи Древней Греции знали и применяли одуванчик в качестве лекарственного растения. В русской народной медицине одуванчик издавна считали жизненным эликсиром и применяли при самых разных заболеваниях. В практической медицине используется настой из корней, как горечь для возбуждения аппетита, улучшения деятельности пищеварительного тракта при запорах. Кроме того, в качестве желчегонного средства при заболеваниях печени, при болезнях почек, селезенки. В народной медицине готовят настойку при болях в животе, экземе, венерических заболеваниях, отвар при гепатоцитных гастритах, хронических запорах, туберкулезе легких, геморрое, кожных болезнях. Также можно использовать наружно в виде примочек при болезнях глаз. Настой из корней применяют при атеросклерозе, гастритах, анемии, заболеваниях желчного пузыря, почек и мочевого пузыря, подагре, аллергии, кожных сыпях, для стимулирования выделения молока у кормящих женщин. А также можно применять корни одуванчика в виде порошка внутрь при атеросклерозе. Наружно тот же настой прикладывают при ожогах, обморожениях, язвах, пролежнях, гноящихся ранах. Корни одуванчика входят в состав аппетитных, то есть повышающих аппетит, мочегонных и желчегонных сборов. Корни вместе с листьями используются в народной медицине в виде настоя. Можно приготовить и мазь при ожогах и пролежнях. Сок, выжатый из корней и листьев одуванчика, используют при камнях в почках и желчном пузыре для возбуждения аппетита, при болезнях печени, почек, мочевого пузыря и так далее, и так далее. Очень многие болезни лечатся именно одуванчиком, благодаря его противовоспалительным свойствам, антисептическим свойствам и очень много других. Как же готовится отвар и настой из корня одуванчика? Смотрите, отвар готовится следующим образом. 1 столовую ложку измельченных корней заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят на медленном огне 15 минут, охлаждают 45 минут и процеживают. Принимать нужно по 1/3 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. А для того, чтобы вы могли проверить свою реакцию организма на этот настой, выпейте в 3 раза меньше, чем положено, и подождите реакцию. Если не будет
таких вещей, как понос, аллергические реакции, то смело можете употреблять настой для вашей пользы. Итак, корни одуванчика, как и другие лекарственные народные средства, могут иметь противопоказания. Ну, во-первых, это индивидуальная непереносимость. Также необходимо соблюдать дозировку применения препаратов из одуванчика. Одуванчик обладает послабляющим действием, поэтому передозировка может привести к поносу. Не принимать препараты при острых ситуациях с желчекаменной болезнью, закупорки желчевыводящих путей, язвенной болезни желудка. Рекомендуется также применять препараты из корня одуванчика после консультации с лечащим врачом. А вот еще один рецепт, уже не лекарственный, а как приготовить кофе из корней одуванчика. Поджаренные корни одуванчика тщательно промывают, высушивают в духовке до побурения. Затем размалывают в кофемолке и заваривают как кофе. Поджаренные корни ароматные, имеют настоящий кофейный цвет, содержат до 15% белков, 2% яблочной кислоты, 20% сахаров и 40% крахмалистого вещества инулина, которое при нагревании превращается в сахар. Сильно поджаренные до покраснения корни сладковаты, с ними можно пить чай. Жарят также целиком розетки распустившихся листьев. Итак, собираем корни одуванчика осенью, самая пора их заготовить, и вы всю зиму будете здоровы.